Друзья, всем привет! Привет, привет! Мы сейчас на отдыхе, у нас long weekend, и мы решили для вас записать небольшое видео. И в этом видео покажем, где отдыхают очень многие канадцы, и почему мы лично это место называем канадской Испанией. Вот поэтому, если вам интересно смотреть это видео и узнать что-то о пляжном отдыхе в Канаде, то продолжайте смотреть, но не забудьте подписаться на этот канал, чтобы смотреть еще и новые видео. И включите колокольчик. Дзынь-дзынь-дзынь. В общем, где мы сейчас находимся? Это место называется Okanagan Valley. Это очень такая большая долина между такими небольшими горами, так скажем. Здесь находятся просто огромные по величине озера. В общей сложности где-то протяженность вот 2 или 3 озер это около 150 километров. И главный город здесь называется Келоуна. Келоуна — это такой курортный город, чисто курортный, потому что здесь в основном летом очень все активно, приезжает много туристов. Ну а зимой, как в любом курортном городе, как говорят местные люди, особо здесь делать нечего. И местные люди как раз отдыхают здесь зимой. Помимо Келоуны есть и другие города, такие как Вернон, Пентингтон, Саммерленд, Оливер. И в каждом городе вы найдете занятия по душе. То есть, если кто-то любит проводить время с детьми на пляже. Почему я говорю с детьми? Потому что эти пляжи просто созданы для детей. Они мелкие, чистые. Вы не найдете там водорослей. И, конечно, даже в самом озере на пляже можно найти горки для детей. Дети проводят время как на каяках, вы можете с ними покататься на падлбордах, на разных там водных мотоциклах. То есть действительно это просто маленькая Испания, как мы ее называем. А почему мы ее называем Испанией? Потому что здесь также можно найти очень большое количество виноделин. И вы будете просто переезжать от одной винодельни к другой, и символическая оплата за тейстинг или попробовать вино, в основном это от 5 вин, может быть и больше, стоит $5. Но об этом мы расскажем чуть позже. Олеся забежала немножко вперед, уже раскрыла наш секрет. Вот, но в целом еще хотели сказать, что чем классно Келоуна, это тем, что здесь, в принципе, любой человек возраста, любого состава семьи найдет себе увлечение, потому что те, кто увлекается спортом, могут здесь заниматься спортом, просто великолепные условия. Я тоже чуть позже об этом скажу. Вот, ну а если вы приезжаете с детьми, как Олеся уже сказала, что огромное тоже количество развлечений для детей, для взрослых. И здесь просто, знаете, вот такая вот атмосфера абсолютно расслабленная, курортного города. Все отдыхают, ездят на велосипедах, на роликах катаются, ездят по ресторанам. Вечером гуляют по набережной. Такое скопление людей по набережной, наверное, последний раз я видела 10 лет назад в Ялте, когда все просто наряжаются, красиво одеты, идут по набережной, там играет музыка, там зазывает дискотека, там бары, там можно поехать не на катамаране, а на пароходе, отправиться в такое небольшое путешествие, где включен ужин, и вы просто наслаждаетесь этими огнями и еще ужинаете. Мне кажется, это прекрасно. Это прекрасно, но что отличает Келоуну от Ялты, это то, что здесь на набережной нету всевозможных ларьков, каких-то громких шумных дискотек, нету драк и нету вот этих вот всяких развлекательных аттракционов, типа там ударь там грушей почему или в грушу ударь. В общем, здесь нет, поэтому здесь очень скучно, ребята, делать мало что, и поэтому покуражить не удастся. На пляжах, к сожалению, к вам никто не будет приставать и им говорить: пахлава медовая, кукуруза горячая, купи, подойди, продай. То есть здесь достаточно тихо, спокойно, уютно. Да. И, например, заезд на все эти пляжи бесплатно, потому что мы были, когда вот недавно в Монтане, и заезд на любой пляж или парк это платно. Тоже символическая оплата $6, но в Келоуне это все бесплатно. Бесплатные туалеты, очень чистые туалеты. Вы всегда найдете, извините, туалетную бумагу, потому что во многих пляжах в той же Ялте, да, вы их вряд ли найдете. Да, мы не будем совсем уж, конечно, оскорблять ялтинцев и говорить, что это плохой город. Нет, мы не хотим это сказать. Просто мы, природа. вот что мы вспоминаем, где мы там последние разы были, да, кроме, конечно, Европы, там, не знаю, и уже всех других стран, вот мы сравним с нашими. Конечно, здесь условия очень хорошие, комфортные и одно удовольствие.
Келоуна является одним из самых больших городов Британской Колумбии, население составляет около 130 тысяч человек. Интересно, что Келоуна – это индейское название, и означает оно «медведь-гризли». В Келоуне находится один из самых лучших госпиталей во всей провинции. И Келоуна также знаменита тем, что здесь есть свой международный большой аэропорт, так же, как в небольшом городе Пентингтон, также существует международный аэропорт. Одной из проблем этой всей местности является то, что здесь из-за жаркой температуры летом очень часто, практически каждый год, случаются сильные лесные пожары, которые иногда подступают вплотную к недвижимости, и некоторые люди даже отсюда решают из-за этого переезжать. Но в целом эта местность очень комфортна для проживания, а зимой люди приезжают здесь, даже катаются на лыжах. Келоуна находится примерно в 4 часах езды от Ванкувера и где-то 7 часов езды от Калгари. Многие богатые жители Ванкувера приезжают в Келоуну практически как на дачу. У них здесь свои летние резиденции и небольшие дома. Они привозят свои лодки и проводят практически все лето здесь. Еще, что очень многие люди делают, когда приезжают сюда, в Келоуну, и некоторые даже специально за этим едут, это покупают местные фрукты и овощи, потому что вся эта долина, она помимо своих известных виноградников, также славится хорошими фруктами и овощами, потому что здесь очень много садов. Люди покупают себе прям вот на зиму, затариваются, целые машины иногда везут. Ну, на зиму это ты, конечно, преувеличил, потому что на самом деле и в Калгари ты можешь найти уже в сезон бесишные фрукты и овощи, но здесь ты просто едешь, даже когда по винодельням, ты видишь, как растут эти персики, яблоки, черешня, абрикосы, и можно остановиться и купить, приобрести прямо сейчас. Не обязательно даже ехать в магазин, ты можешь прийти, и даже есть такие фермы, как мы уже говорили, в Калгари и в BC, где ты собираешь и участвуешь в этом процессе. Если ты не хочешь тратить время, ты можешь просто купить небольшие коробочки или ведерко и взять с собой. Помимо фруктов также выращивают помидоры, огурцы, цукини мы видели. Наверное, что-то еще, но вот мы еще не останавливались так много, но вот мы собираемся это сделать прямо сейчас. Да, также есть несколько очень хороших молочных ферм. Здесь также разводят скот и делают хороший сыр. Козий сыр здесь нам даже советовали, что можно хороший местный попробовать, свежий. Вот, в общем, здесь вот если вы гурман такой, почему мы опять же называем это Испанией, потому что пока мы вот здесь путешествуем, нам очень многое напоминает Испанию. Но я бы сказал, что даже в каком-то смысле здесь комфортнее, вот, в плане, может быть, погоды, знакомый нам язык, вот, ну и, конечно, вкусная еда. Но я скажу, что в Испании вина дешевле, потому что, несмотря на то, что вина это местные вина и выращивают их здесь, то есть это не экспорт, не импорт, то есть это все находится здесь, ну, я бы сказала, минимальная бутылка, стоимость минимальной бутылки это $20 в среднем и идет выше, то есть если вы хотите уже какие-то preserve вина или вина, которые хранились в погребе на протяжении там 10 лет, то это уже идет ценник там 100 и выше. Поэтому в Испании можно найти вино, конечно, может быть, оно будет не такое качественное, но за 5 евро, за 10 евро. То здесь вот на винодельнях, даже в местных магазинах, именно liquor store, это будет стоить от $20 и выше. Также Глеб, наверное, скажет, какой ценник на налоги здесь. То есть, чем да, это кстати, отличается. Очень большое отличие, допустим, от той же Альберты, что в Британской Колумбии выше налоги. Я зашел в магазин, купил бутылку вина. Помимо того, что бутылка вина сама стоила $21, я заплатил еще 22% налогов, потому что 5% GST, 7% PST, провинциальный налог, и 10% какой-то liquor tax. Я даже не знаю, что это. Если вот вы здесь живете, напишите нам, что это значит. Но в целом, конечно, налоги высочайшие, потому что у нас в Альберте мы бы заплатили только 5% на бутылку вина. Вот. Ну и почему мы здесь... заплатили депозит в том стоимости. Да, но здесь тоже депозит есть. А, то есть это тоже здесь еще дополнительно. Ну вот почему, мне кажется, почему здесь дорогое вино, это потому что в целом уровень цен выше, и рабочая сила, конечно, здесь стоит, я думаю, что выше, чем в Испании, поэтому вот, а в вине очень большой составляющей составляет именно рабочая сила, и также бутылка, этикетка, маркетинг весь этот, поэтому такие здесь цены.
Но при этом я хочу добавить, что очень красивые именно непосредственно винные комнаты для тестинга, когда вы приходите и тестируете, очень красивые картины висят, ребята, там девушки с вами разговаривают, очень много рассказывают про вина. Иногда это, наверное, зависит от дня недели, иногда бывает очень большое скопление людей, и вам, конечно, уделять чуть меньше внимания. Возможно, 10-15 минут, да, и вы уже пошли дальше, поехали на следующую винодельню. И мы обязательно покажем карту, там, где, наверное, винодельен 50 минимум можно найти в одном регионе, и далеко ходить не надо. Еще Келоуну называют таким раем для канадских богатых пенсионеров, потому что здесь, конечно, почти идеальные условия для жизни, всегда тепло, зимой не очень холодно, но летом здесь очень хорошо. И в связи с этим здесь достаточно дорогая недвижимость, и цены растут в последние года, потому что все большим спросом пользуется недвижимость, в принципе, и строится здесь много нового, но очень многие люди сюда переезжают или покупают себе, так скажем, летние резиденции, проводят здесь лето, чтобы не лететь никуда в южные страны. В Канаде это все более доступно, ты как у себя дома. Вот. Цены на недвижимость, конечно, очень высокие, и дома здесь стоят больше $500 000, а хорошие дома стоят уже $1 миллион, поэтому люди состоятельно себе это могут позволить. И более того, знаете, я когда приехал в Канаду в первые года, я не понимал, вот лето наступает, и все начинают повсюду, по всем трассам ездить с лодками. Я думаю, ну где здесь можно ездить на лодках, потому что моря у нас, в принципе, близко не было в Калгари. Но вот люди из Калгари со своими лодками едут сюда, потому что здесь огромные просто озера, и они проводят здесь свои отпуски, катаясь на лодках. И еще очень, кстати, популярно здесь проводить отпуск, это так называемые RV-кемпы, то есть Recreational Vehicles, то есть это дома на колесах, да, так скажем. И здесь целые парки существуют для этих домов на колесах. Люди приезжают заранее, за год, за полгода бронируют себе места в этих парках, останавливаются и проводят недели, и некоторые проводят все лето в этих парках, живут, там все благоустроено, есть электричество, есть душ, все очень комфортно. Вот, в общем, стоимость это примерно около $50 за день такого места, и вот вы приезжаете, паркуетесь и живете там. В общем, очень все комфортно. А вообще, ребят, хочу сказать, что лучше место в Канаде, чем вот Келоуна, я еще не видел для занятия триатлона, потому что условия просто идеальные, изумительные. То есть есть великолепные дороги с широкими местами для велосипеда, по трассе можно ехать, и горки, и спуски, и ровные дороги. Просто чистейшая, изумительная вода в озерах, теплая вода, можно плавать бесконечное количество времени. Ну и, конечно, бегать, в том числе и по горам можно. Поэтому, если вы думаете, куда поехать, какой-то кемп, может быть, летний сделать, то Келоуна, мне кажется, самое лучшее время для триатлона и место. По совету очень многих друзей мы решили отправиться в небольшой собственный тур по винодельням местным, потому что их здесь просто сотни. С хорошим вином, с очень хорошим вином. И в каждой практически винодельне есть tasting room, есть какой-нибудь ресторан, где можно покушать еще с этим вином. В общем, мы сейчас отправились на этот небольшой тур и покажем вам, что здесь есть. Я немножко добавлю, что чтобы попробовать вино, нужно заплатить всего $5, и если вы потом приобретаете бутылку, то вам просто отменяют эту плату и включают в стоимость бутылки. Также в основном все винодельни закрываются в 5:36 вечера, поэтому если вы хотите попробовать вино после, то, наверное, вам придется только искать винодельни, где находится ресторан и обслуживает непосредственно ужин. Смотрите на этот маленький размер. Что это, Олеся? Это запрещенная еда. Но так как мы с тобой продолжаем кушать сладости Канады, то вот мы купили. Это называется тортик Red Velvet. Да, смотрите. Не знаю, мне кажется, это просто называется Слипни Попа.
ребят, и еще несколько слов о том, сколько же здесь стоит все-таки остановиться и жить. Олеся, знаешь, какие здесь цены? Я скажу, что цены, конечно, варьируются от времени года. Летом цены просто космические, наверное, достигают минимум $200 в ночь. Это, конечно, зависит, что это, квартира или дом, есть ли условия для готовки, входит ли туда кондиционер или нет, хотя здесь в жаркую погоду все дома и все квартиры оборудованы кондиционером, что не во всех квартирах в Калгари. В Калгари я бы сказала, что нет. Чаще всего нет кондиционеров, и их не ставят, потому что лето у нас достаточно короткое и не всегда достигает не такое жаркое, 30-35 градусов. Да, но цены действительно высокие, то есть если вы заранее не побеспокоились, то ниже $200-300 за день вы ничего здесь не найдете. А если вы хотите арендовать целый дом, допустим, то это будет стоить, конечно, еще дороже, но очень часто 2 семьи, даже 3 иногда семьи арендуют огромный дом, таким образом делят стоимость на всех троих, и получается немножко дешевле. Нам в этот раз несколько несколько повезло, потому что когда мы ехали сюда, знакомые в Инстаграме увидели, что мы сюда едем, и пригласили нас к себе переночевать, и мы были просто безумно рады познакомиться с этими людьми. Они буквально недавно переехали, месяц назад переехали в Келоуну жить на постоянное место жительства, но мы с ними познакомились, приятно очень общались, поэтому Андрей и Ирина, вам огромное просто спасибо. Мы искренне рады, что мы вас встретили. И мне кажется, что в этом и есть сила Инстаграма, Ютуба, что это не только возможность раскрыть себя, но и возможность встретить уникальных людей и познакомиться с ними лично. И сейчас просто интернет стирает границы, и мы видим, что вот Андрей и Ирина нас пригласили, не побоялись, хотя и мы действительно провели великолепное время вместе, они рассказали много нам подробностей про Келоуну, и мы поделились своими знаниями, и, конечно, пригласили их в Калгари, и надеемся на скорую встречу. Да, приезжайте к нам, будем рады. Ну а на этом будем заканчивать, ребят. Вот такое у нас летнее видео с отдыха. Если интересно, оцените это видео, ну и пишите свои комментарии, что вам понравилось, что не понравилось, или что вы знаете больше про Келоуну, чтобы мы в следующий раз здесь это посетили. На этом будем заканчивать и... Пока-пока! Пока-пока!